Сколько стоит восхождение на Эверест? Один из самых часто задаваемых вопросов, ответ на который регулярно ввергает людей в легкий или не очень легкий шок. Я обычно спрашиваю, а как думаете вы? И люди, которые не совсем в теме гор, мне отвечают $2000, $5000. Это, конечно, улыбает, потому что стоимость Эвереста начинается от десятков тысяч и заканчивается сотнями тысяч долларов. Друзья, всем привет, с вами Тарас Поздний. И сегодня мы поговорим о такой любимой многими и немножко щекотливой теме денег. Мы разберем, сколько стоит восхождение на Эверест в 2022 году, от чего зависит эта стоимость. Узнаем стоимости восхождения на другие восьмитысячники. Примерно прикинем, сколько нам надо дополнительных расходов на все экспедиции. И в конце подобьем такую общую сумму, которую нужно потратить на программу «Корона Земли». Это восхождение на все 14 восьмитысячников. Кстати, видео где-то у меня есть на канале об этой программе. А вы пока можете поставить на паузу и напишите в комментарии, как вы думаете, во сколько обойдется восхождение на все 14 восьмитысячников. Очень интересно, сколько совпадут или не совпадут наши подсчеты. Но давайте сразу скажу, что я буду считать стоимость для коммерческих клиентов, а не для спортсменов. Для начала давайте разберемся, от чего может зависеть стоимость экспедиций. Ну, во-первых, это два разных типа сервиса. Это сервис базового лагеря и сервис по пакету «Все включено». Это как на Эвересте, так и на всех других восьмитысячниках в принципе идентично. Пакет базового лагеря включает в себя фактически все расходы до уровня базового лагеря. Если говорить на примере Эвереста, это начиная с отелей в Катманду, потом идет перелет в Луклу, или если это другие восьмитысячники, то возможно наземный трансфер к месту старта трека. Это трекинг к базовому лагерю с питанием и проживанием в лоджам, а также портеры, которые несут ваши вещи. Также включена загрузка вашего снаряжения, это может быть там 80 килограмм на человека, которые отправят или яками, или на вертолетах отвезут в базовый лагерь. И полностью включен сервис в самом базовом лагере. Это индивидуальная палатка, это кухня, питание трехразовое, вкусное и, собственно, все. Вот на всю экспедицию включено питание, проживание в базлаге. И в принципе сервис базового лагеря можно описать такой короткой и понятной фразой. Сервис принимающей компании на горе выше базового лагеря равняется нулю. То есть выше базлага мы должны сами нести свои палатки, личные они у нас должны быть, сами иметь все высотное снаряжение, сами забрасывать еду наверх. Сюда не входит ни кислород, ни помощь шерпов, ни помощь высотных носильщиков. То есть такой максимально спортивный уровень восхождения с немножко такой поблажкой, что в базовом лагере вы все-таки можете комфортно жить и комфортно питаться. С пакетом базового лагеря я ходил в 2017 году на вершину Манаслу. Это высота 8163 метра, это мой первый восьмитысячник. Мы туда поднялись без помощи шерпа, без кислорода, все самостоятельно таская. И в принципе я считаю, что на низкие восьмитысячники с таким пакетом ходить можно. Но если речь идет об Эвересте, то шансов подняться на вершину и спуститься с пакетом базового лагеря практически ноль. Такое могут сделать, наверное, единицы. Стоимость пакета базового лагеря на Эвересте это около 20 тысяч долларов. Но еще раз повторю, что на Эвересте я крайне его не рекомендую брать. И фактически никакие компании, очень мало компаний, которые его предоставляют. Второй пакет, самый популярный и рекомендуемый для обычных восходителей, а не спортсменов, это пакет «Все включено». Сюда входят все сервисы базового лагеря, плюс сервисы на горе, собственно. Это высотный шерпа, обычно соотношение 1 к 1, то есть на одного участника выдается 1 шерпа. Это кислородные баллоны, само кислородное оборудование, маска и регулятор. Это палатки в высотных лагерях и их установка, и питание в высотных лагерях. Пожалуй, это вся разница. То есть глобально мы имеем полный комплект
и то, что входило в сервис Базлага, и полностью мы обеспечены работой и сервисами на горе. Есть еще разного уровня VIP-пакеты, но это уже по сути пристройки к полному сервису. То есть там может быть больше кислорода, больше шерпов, включены перелеты на вертолетах куда-то в базу, во второй лагерь. Может быть включен оператор, личный медик. Полет в Катманду может включаться, может быть даже включаться прилет ваших родных в базовый лагерь. Ну то есть все зависит от стоимости, о ней мы поговорим чуть ниже. И да, кстати, чуть не забыл, в стоимость обеих пакетов входят бумажки. Ну, то есть это пермит, разрешение на восхождение, это офицер связи, формальность, которая тоже, без которой невозможно подняться на вершины. И вот эти все бумажные расходы, они забирают тоже весьма большую сумму денег. Например, на Эверест пермит на восхождение стоит 11 тысяч долларов. Только разрешение. Плюс надо отдельно офицера связи, еще какие-то разрешения брать. На другие восьмитысячники весенний сезон стоит 1800. И вот, собственно, уже поэтому из-за разницы пермита почти в 10 раз или на 10 тысяч уже формируется разница в стоимости между Эверестом и другими восьмитысячниками. Следующий фактор, который сильно влияет на стоимость экспедиций, это наличие или, собственно, отсутствие иностранного тимлидера. Конечно, можно обратиться напрямую к непальским компаниям, и логично, что это будет дешевле, потому что за иностранного тимлидера нужно заплатить пермит, нужно заплатить за организацию, нужно заплатить ему какое-то вознаграждение за экспедицию. Ну и все это стоит весьма и весьма много денег. И в принципе я считаю, что если вы достаточно опытный восходитель, вы можете самостоятельно обеспечить там коммуникацию с непальскими партнерами, у вас есть достаточное знание английского, достаточный предыдущий опыт и понимание, чтобы обеспечить принятие разумных решений, то можно напрямую обращаться к непальским компаниям. Но если же у вас за плечами нету большого опыта восхождений и организации подобных экспедиций, я все же рекомендую идти с иностранными тимлидерами. Его главная задача это обеспечить максимальную безопасность и результативность экспедиции. И поверьте, друзья, шерпы на самом деле ни по одному из этих пунктов очень сильно не заморачиваются. А бывают даже случаи, когда они начинают саботировать экспедицию, саботировать восхождение. И вот именно в таких ситуациях наличие авторитетного тимлидера зачастую решает. Кроме этого, тимлидер обеспечивает коммуникацию с принимающей стороной, ну и следит, чтобы она все делала правильно и хорошо. И поверьте, тут подводных камней тоже очень много. Возможно, вы не о всех тонкостях можете даже замечать или не знать о всех нюансах, которые возникают, но работы, переговоров и контроля здесь тоже предостаточно. Ну и одно из самых важных это принятие решений. Например, принятие решения о выходе на штурм вершины. В 2021 году мы были в экспедиции и мы ждали до последнего. Мы не хотели идти в плохую погоду, когда ветер был больше 50 км в час. И в итоге аж 1 июня все 6 участников кулуара поднялись на вершину Эвереста. А к этому моменту многие уже тоже экспедиции сходили, но многие экспедиции просто развернулись или не достигли там хорошего результата. Например, есть иностранные экспедиции, где поднялось с 12 участников всего 2, а у нас 6 из 6, и только благодаря такому взвешенному принятому решению ожидать лучшего погодного окна. Ну и еще один пункт, который влияет на стоимость экспедиций, это уровень сервиса. Его дистанционно оценить очень сложно, скажем так, не пощупав, но он начинается с разницы уровня отелей в Катманду и дальше до разницы личных палаток, в которых мы живем в базовых лагерях, и больших столовых палаток. Ну и, конечно же, питание. Питание один из важнейших пунктов. Например, мы берем и делаем свой лагерь, хотя это несколько дороже, но у нас зато есть отдельный повар, который готовит более привычную нам еду. Готовит нормальные супы, иногда даже борщи готовит жареную картошку, делаем картошку в мундирах,
с прикуску с салом. И регулярно есть свежие овощи, фрукты, ну и мясо, конечно, в питании тоже очень важно. Поэтому сервис это то, что сразу издали не прочувствуешь, но прикоснувшись, разницу понимаешь. Я, кстати, в отдельном видео расскажу, не знаю, когда оно выйдет, но оно выйдет, подснятый материал есть. Расскажу, как мы жили в 2021 году, покажу, чем мы кушали, какие у нас были палатки, и покажу, какие у нас будут условия в 2022 году. Да хватит уже болтать, давай ближе к стоимости. Наверное, утомила вас вот этой всей длинной подводкой, но хотелось рассказать, чтобы было хотя бы такое минимальное понимание, от чего формируется и от чего зависит стоимость экспедиций. Итак, к цифрам. В непальской компании на 2022 год в среднем экспедиции можно найти за 40-45 тысяч долларов. Ценник немножко подрос, и это такая базовая цена непальских организаторов без участия иностранного тимлидера, понятно. В иностранных компаниях цены колеблются. Вот для примера я взял консультанты по приключениям, известная компания, которая была в фильме «Эверест» фигурировала. У них стоимость 69 тысяч долларов. В Alpine Ascents стоимость 80 тысяч долларов. Ну, в альпиндустрии 7 вершин стоимость 69 900. Ну, это я так навскидку выбрал несколько компаний, которые у меня на слуху. Если же взять усредненную статистику, которую для нас свел Алан Арнет, это такой именитый восходитель, который заморачивается по теме восьмитысячников, считает все статистики, и его данные в принципе очень уважаемые во всем мире. Так вот, он посчитал, что средняя стоимость экспедиций в непальских организаторов 44 500, а в иностранных 74 тысячи долларов. Но это на 2020 год. Сейчас где-то подросло, где-то может подешевело даже. Ну и раз уж это мой канал, то на правах рекламы у Кулуара стоимость 55 тысяч на весну 2022 года. И немножко расскажу о наших плюшках. Это будет большая столовая палатка с панорамными окнами, с классным обогревателем, очень комфортная. Можно сидеть, пить кофе и в окно видеть Кхумбу. Будут комфортные личные палатки, которые домиком такие, как были в экспедиции у Бахрейна, которые платили 160 тысяч долларов в 2021 году. И будет свое питание, о котором я в принципе говорил. Также мы очень старательно относимся к отбору шерпа. Мы уже с многими лично знакомы, но иногда бывают и новые. Мы проверяем их биодату. Это перечень вершин, на которые совершили восхождение вот эти шерпа. И стараемся отобрать, конечно же, лучшим, потому что от шерпа зависит очень и очень многое. Ну и, наверное, главное, это тим-лидер Никита Балабанов, лучший альпинист мира 2016 года. Я искренне уверен и надеюсь, что он станет лучшим альпинистом мира и в 2021 году, потому что они с ребятами поднялись на Аннапурну-3 по юго-восточному гребню. Это восхождение, которое 40 лет никто не мог совершить. Они сходили, об этом тоже будет у меня видео на канале в ближайшее время или чуть позже. Ну и, конечно, в 2021 году под руководством Никитоса все 6 участников были на вершине, ну в том числе и Никита. И вот в 2022 он тоже будет тимлидером нашей экспедиции на Эверест. Я же тоже буду в базовом лагере, но буду мельком, потому что у меня в планах сначала подняться на Аннапурну, а потом уже перелететь в базовый лагерь Эвереста и подняться таки на Лхотзе. Надеюсь, в 2022 гора пустит и все получится. Еще хотел рассказать о самых дорогих восхождениях на Эверест. Они, собственно, есть у нашей принимающей стороны Seven Summit Treks и два каких-то супер-супер виповых пакета. Первый стоит 170 тысяч долларов. Это, по сути, он слизан с Бахрейна, с экспедиции с принцем Бахрейна в 2021 году. Ну, на то он и принц, чтобы столько платить. В этом году это уже такой виповый сервис, виповое предложение оформленное. А второй пакет стоит 300 тысяч долларов. Только вдумайтесь. Казалось бы, 55 дорого, 70 дорого, 40 дорого, а тут 300 тысяч.
Но сюда уже входит и прилет ваших родственников в базовый лагерь, оператор отдельный и медик отдельный. Ну, на 300 тысяч можно разгуляться и там дать, я не знаю, хоть десяток шерпа, которые будут тебя нести, они не будут, но можно себя ни в чем не ограничивать абсолютно. Можно, чтобы родственники твои жили всю экспедицию в базовом лагере, если они так захотят. В общем, вот такие стоимости. Думаю, с Эверестом мы разобрались. Давайте перейдем к стоимостям других восьмитысячников. Как вы уже поняли на примере Эвереста, цены могут отличаться очень сильно. И для простоты расчета я буду отталкиваться от таких цен, которые считаю адекватными. Ну, это наши куларовские цены. А на те экспедиции, программы, которых у нас нету, я буду брать такую, ну, адекватную, по моему мнению, стоимость. Конечно, можно будет найти подешевле. Можно будет отправиться и с сервисом базового лагеря, как я говорил, на низкие восьмитысячки. Это, в принципе, небольшая проблема, можно пробовать. Но это видео не для спортсменов в первую очередь. Я думаю, спортсмены сами разбираются и сами знают всю эту информацию. А для обычных людей, которым интересна стоимость экспедиции на Эверест и на все другие восьмитысячники. Поэтому стоимость будет включать это полный пакет с иностранным тимлидером. Начнем с К2. Это вторая по высоте вершина мира и один из самых тяжелых восьмитысячников. Находится в Пакистане, высота 8611 и стоимость на К2 начинается от 40 тысяч и доходит до 80 тысяч. Но мы себе зафиксируем 40. Дальше идут китайские восьмитысячники, которые находятся в Тибете. Это Чоойо и Шишапангма. Дело в том, что в Тибете вообще нет сервиса базового лагеря, там обязательно брать высотного шерпу. Шерпы и повара в основном с Непала, и за каждый непальский став, который приезжает в Тибет, нужно заплатить там около 4500 долларов дополнительно. Поэтому тибетские вершины стоят дороже. Базово это от 27 500 долларов. Это Чоойо и Шишапангма. Ну и понятно, что там 35-40 тысяч, такие предложения тоже можно найти. Дальше идут все остальные восьмитысячники. В принципе, что в Непале, что в Пакистане, стоят они примерно одинаково. С иностранным тимлидером такая начальная стоимость это около 23 тысяч. Ну и там тоже в среднем 35, дальше начинается такая следующая ступень роста. Мы же засчитаем 23 как базовую стоимость, которая стоит в кулуара на тот же Лходзе. В этом же списке есть Манаслу. На Манаслу у нас стоимость, допустим, 15 500, но типа на общей массе это не сильно скажется, поэтому давайте мы округлим, что 10 вершин остается по 23 тысячи. Также не стоит забывать, что кроме стоимости самих экспедиций у нас есть дополнительные расходы. Это перелет в страну, саммит бонус, какие-то полеты на вертолете вверх-вниз, это дополнительное питание, чаевые местному стафу, ну и, конечно, обновление снаряжения. И пускай на некоторые вершины это затянет чуть больше, на некоторые чуть меньше, я бы так в среднем округлил около 5000 долларов на одну вершину. У нас 14 восьмитысячников, поэтому доп. Расходы затянут еще 70 тысяч долларов. Ну и что, давайте считать, сколько стоит 14 восьмитысячников. И давайте сверим, что вы там написали в комментариях. Если еще не написали, можете прямо сейчас нажать и таки написать свой комментарий. Так, хочу, чтобы тут выводились циферки. Итак, Эверест стоит 55 тысяч долларов. Дальше идет К2 плюс 40 тысяч долларов. Дальше идет два китайских восьмитысячника Чоойо и Шишапангма по 27 500, итого 55 тысяч долларов. Потом идет 10 восьмитысячников, мы их прикинули по 23 тысячи долларов, и того 230 тысяч долларов. Плюс сверху не забываем про 70 тысяч дополнительных расходов. И получаем немало, а много, 450 тысяч долларов. Друзья, почти $500 000 долларов на то, чтобы подняться на все 14 восьмитысячников. Но я повторю, что это коммерческая стоимость, и ходить на них можно с сервисом Базлага, поэтому может быть дешевле. Но вот для обычного там не спортсмена такого, ну я не знаю, как может вы, как может я частично, стоимость примерно такая получается. Кстати, тут добавлю, что проект Нимса, вы, может, уже смотрели его фильм на Netflix,
И есть у меня интервью с ним, которое было записано еще в 2019 году, как раз когда он проходил, а он прошел все 14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней. Стоил около 2 миллионов долларов. Ну, он точной цифры не называл, но так вот говорит, под 2 миллиона. Потому что команда, потому что много вертолетов. Вот такая вот цена его популярности. Зато у него уже 1 миллион и 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Какой вывод? Вывод могу сделать один, что высотный альпинист это очень недешево. Но в то же время, друзья, посмотрите, сколько дорогих машин, ну, по крайней мере, по стоимости Эвереста ездят за окном. Да их тысячи. А людей, которые были на Эвересте, ну, по крайней мере, там с Украины 35 и с ваших стран, кто смотрит, тоже не очень много. Поэтому вопрос денег это такой вопрос тоже весьма относительный. Вопрос приоритетов. Кто-то тратит на машину, кто-то на Эверест. Я же считаю, что если есть мечта, то обязательно и найдутся способы, чтобы ее осуществить. У меня есть мечта. Я хочу подняться на все 14 восьмитысячников. Буду идти к этой цели шаг за шагом, по чуть-чуть. И я уверен, что у меня все получится. А вам же я пожелаю, чтобы и у вас тоже была большая мечта. И чтобы обязательно нашлись варианты, как ее осуществить. До встречи в горах, друзья. И если в горы, то с кулуар. Пока.